Всем привет! Обычно на этом канале я нахожусь за кадром, и вы лишь только слышите меня и моих коллег. Однако в этот раз я решил остаться в кадре чуточку подольше. Я решил сделать этот ролик не только потому, что об этом просили многие из вас, но и потому, что я сам пришел к выводу, что да, пришла пора выпустить этот ролик. Для тех, кто не в курсе, здравствуйте, меня зовут Иосиф, я руковожу студией Джош и Зо, и мы озвучиваем трэшовый вкус. И сегодня мы покажем вам, как мы это делаем. Сразу предупрежу, да, этот ролик спонсирован Boosty. Однако, если бы мне не нравился этот сервис, я бы просто-напросто перестал им пользоваться. Сперва я хочу рассказать вам, откуда возникла идея озвучивать этот подкаст. Ответ? Вы не поверите в том, что мне просто-напросто понравился этот подкаст, и я захотел его озвучивать. Я руководствуюсь принципом «делай то, что тебе интересно». Потому что если это будет неинтересно мне, с чего это будет интересно вам? Я уже несколько лет озвучиваю Гигука и узнал о подкасте из его ролика про Акихабару. Я посмотрел пару выпусков и подумал, а почему бы, собственно, и нет? Подкаст дал мне то, чего мне очень не хватало во время этой чертовой пандемии. Ощущение, будто я нахожусь в компании друзей, с которыми мне есть о чем поговорить. Думаю, я не одинок в этом чувстве. Но довольно лирики. Как мы, собственно, это делаем? Сперва ролик нужно перевести. Средний выпуск подкаста длится 2-2,5 часа, то есть, по сути, полнометражный фильм. Вот только есть одна загвоздка. Текста в этом подкасте значительно больше, чем в полнометражном фильме. А значит, и работы больше. Для примера, в 53-м выпуске 3727 строк или 247 тысяч символов. Поэтому над выпусками трудятся 6 переводчиков. Каждому дается по выпуску и месяц на выполнение. Таким образом, мне отправляют по одному выпуску в неделю, чтобы я мог проверить перевод и пустить его в работу. У нас этакий коллективный разум. Если кто-то не уверен в формулировке или точном переводе, остальные ему помогут. У пацанов с подкаста сформировался ряд внутренних мемов и формулировок, поэтому важно следить за единообразием. Чтобы единообразие сохранилось, после перевода идет процесс вычетки и редактуры текста. Раньше это делал я сам. Однако теперь, слава богу, у нас есть редактор, который этим занимается. Благодаря ему у меня появилось дополнительные 8 свободных часов в неделю. Так что спасибо, чувак. Дальше идет процесс озвучки. С помощью специального скрипта весь текст перевода преобразуется вот в такие маркеры. Вот конец реплики, вот начало. Сейчас я отпишу пару реплик. Он захотел обозначить свою территорию сразу, как только узнал, что у нас будет новая студия. Видите? Ничего сложного. Осталось повторить так еще 1500 раз. Именно столько у меня в среднем уходит на один выпуск. Но, как вы знаете, в трэшовом вкусе 3 ведущих. Поэтому давайте узнаем, как дела обстоят у нашего голоса аниме-мена Сильвер Татсу. У Джоуи довольно много интересных особенностей голоса, поэтому мне прям нравится то, как он переигрывает, кричит, смеется и вот эти все... Это весело, это намного веселее озвучивать, чем какой-то монотонный рекламный текст. Хотя бы взять то, что он постоянно меняет интонации вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И это не дает заскучать. Ты не засыпаешь, тебе весело, потому что он постоянно максимально отдает свои эмоции зрителям. Я делаю точно так же, когда на сцене выступал. Делал, когда выступал на сцене. И это было интересно и весело. Это сильно чувствуется, когда человек скомканный, сжатый и так далее. Поэтому Джоуи мой фаворит по озвучке. Мне он нравится. На самом деле у нас довольно много общего во вкусах аниме, а также вайфу. Нам обоим нравится Шинобу Ошина. Ну, помимо нее, у меня, конечно, есть моя первая вайфу, это Фланжа Скарлетт из Тахаты, но это особо ничего не меняет. Откуда взялась легендарная Друже? Ха-ха-ха-ха. Ну, тут такое дело. Повторение — это плохо, и поэтому, когда я увидел повторяющееся слово «чувак» в переводе чаще 2-3 раз за серию, я решил, что это не дело. Нужно взять что-то более мягкое и дружелюбное. А что может быть дружелюбнее, чем «друже»? Это так радужно и отдает какой-то ламповостью, мягкостью. Отсюда оно и взялось, я просто решил, что «друже» подойдет характеру Джоуи. Я думаю, что я как личность тоже развился в плане того, что я начал узнавать намного больше о Японии и видоизменять свое мировоззрение в отношении этой страны. Ранее оно было приближено к Виабу, типа «Ой, там здорово!» А теперь, когда ты знаешь всю подноготную, благодаря ребяткам, бойс, тогда не так сильно хочется переезжать жить. Везде хорошо, где нас нет, правда, ребят? А так, меня все устраивает. Все шикарно. Озвучка – долгий и кропотливый процесс, и после него остается всего ничего. Чистка звука, сведение, монтаж и оформление надписей и эффектов.
Если честно, для меня это все черная магия. Поэтому пусть лучше об этом вам расскажет Алексей, который не только делает все это, но еще озвучивает Конора. И да, скрипт, который я вам показал, тоже его рук дело. Я занимаюсь озвучкой Конора 26-ю часть своей жизни. Так что поверьте мне, я, как никто другой, знает в этом деле толк. Как я начал этим заниматься? О, это крайне душещипательная история. В общем, как-то раз Иосиф сказал, что хочет переводить подкасты. Скинул первый ролик, я посмотрел хронометраж, и да, действительно, целый час работы — это много, там беспрерывная речь и так далее, но справимся, в конце концов. Бывали затыки и посерьезнее, и посложнее, и потруднее. Потом я увидел хронометраж второго выпуска, потом 5-го, потом 6-го, и я искренне охуел. Как, пожалуй, большинство из вас, я всегда думал, что хорошая качественная озвучка складывается из качественного оборудования, подготовленного помещения и грамотно поставленного голоса. Однако в данной работе главными оказались человеческая выносливость и дисциплина. Порой крайне сложно себя заставить начать озвучку или же продолжить ее спустя 4 часа попыток вместить нашу объемную русскую речь в уста вечно заикающегося валийца с россыпью, невероятно бесконечной россыпью историй, где одна другой охуеть. Однако, честно говоря, мне всегда нравилось озвучивать британских персонажей и пробовать перекладывать их акцент на нашу русскую речь. Правда, озвучивать их в кино и сериалах гораздо проще, ведь там сценарная драматургическая речь с поставленными паузами, выверенными диалогами и гораздо меньшим количеством слов на реплику. В живой же речи крайне сложно попасть во все спонтанные заикания и паузы. С другой стороны, есть и небольшой плюс. Если случайно проглотить какой-нибудь звук или неправильно что-то выговорить, это будет смотреться вполне уместно. Добро пожаловать на выпуск трешового вкуса пододзинцы. После того, как все персонажи озвучены, а дороги сданы, начинается сведение звука. Сперва нужно обработать дорожку каждого актера так, чтобы звучало все будто записывалось в одном помещении и на одно и то же оборудование. Для начала вырезается запись и лишний шум, у каждого актера он индивидуальный. Затем самый сложный момент тембральной коррекции. Тут мы убираем комнатные резонаторы и приводим частотный спектр к общему знаменателю. Затем компрессия звука, то есть выравнивание по громкости. И после всего этого дороги могут отправляться на монтаж, микротайминг и дакинг. Задача эта не самая сложная, ведь все мы пишемся в тайминг, однако бывает такое, что реплику нужно немного подвинуть, может вручную подрезать какую-нибудь грязь и чутка растянуть или сжать по времени. Вот и все, готово. Осталось повторить так примерно 3-4 тысячи раз. Примерно столько в общем дублей в проекте. Как вы понимаете, сегодняшнее слово дня — выносливость. Затем в ход вступают скрипты, написанные специально для подкаста, чтобы упростить мою работу, с помощью которых организован дакинг. Дакинг — это когда речь из оригинала становится тише, но только в моментах русской речи. Что ж, вот и все, звук готов. Настал черед видео, и это, пожалуй, единственный аспект, который проще, чем в том же самом, например, Гигуке. В основном надписи однотипные. Снизу вверх выезжает картинка с текстом, которую я редактирую в Photoshop или After Effects, а затем с помощью трекинга как бы копирую анимацию из оригинала. Однако бывают фрагменты, на которые может уйти и по половине дня, как, например, фрагменты из спецвыпусков про шахматы или же дрифт. А бывает и такое, что вместо 18 строк текста можешь обнаружить все 180, как, например, было в 50-м выпуске. И тогда количество работы с 3-4 часов увеличивается до 30-40 часов. Да, но не будем о грустном, ведь дальше наступает приятнейший, сладостный, долгожданный рендер. Собственно, таким образом озвучка проходит полный производственный цикл. Далее уже ролик отправляется на облако, откуда Иосиф его заливает на Бусти и на YouTube, где уже вы, наши сладкие, любимые подписчики, я надеюсь, с удовольствием смотрите их. Собственно, все. Возвращаю в кадр Иосифа. Итак, ролик переведен, озвучен, сведен и смонтирован. Теперь я хочу поговорить о том, о чем не принято говорить у нас в творческой среде. Сколько это стоит? Если мы выпускаем по одному ролику в неделю, или же 4 в месяц, то в месяц стоимость проекта примерно 130 тысяч рублей. Или, если считать за минуту готового материала, 270 рублей минута. И это еще довольно дешево, учитывая то, что нам, например, не нужно арендовать студию. Так что не думайте, что мы зарабатываем какие-то баснословные деньги. По сути, все, что мы собираем на Бусти, уходит в ноль, на оплату труда людям. Так что что-то с этого заработать я могу только если кто-то закажет, например, рекламу. Для меня изначально это был скорее как челлендж. Сможем ли мы в принципе потянуть подобный проект?
и выдавать его на достойном уровне и регулярно. Как бы то ни было, проект на данный момент финансируется за счет нашего Boosty. Boosty — это сервис, который позволяет зарабатывать на контенте, который вы создаете. Можно сказать, что это русскоязычный аналог Патреона. Хотя на Boosty есть функции, которых на Патреоне нет. И по ряду причин для этого проекта Boosty мне подошел гораздо лучше. Изначально я собирал на выпуски со стримов, но, честно вам скажу, это довольно стрессово. И стримить я хотел, потому что мне нравится, а не потому что надо. Мне периодически рекомендовали попробовать Boosty, но я уже был зарегистрирован на Patreon, я к нему привык, и, если честно, я не хотел создавать впечатление деньгодобывающей машины. Однако подкаст требует больше силы времени, чем остальные наши проекты вместе взятые, и денег на него тоже уходит больше. Поэтому я зарегистрировался на Boosty и начал смотреть и сравнивать. Один из самых очевидных плюсов для русскоязычных пользователей — наличие, не поверите, русского языка. И способов оплаты для поддерживающих на Boosty тоже значительно больше. И комиссия ниже — всего 7%. Да и НДС, в отличие от того же Патреона, с вас не берут, что довольно важно. Вот страничка нашего проекта на Boosty. Тут вот уровни подписки. Ничего суперсложного мы, честно говоря, не вводили, иначе бы просто ничего не успевали. Вот здесь есть цели. Суперудобная для нас штука. Можно собирать средства на конкретные проекты, а не просто в целом. В нашем случае это спецвыпуски, легендарная шахматная арка, велопробег и дрифтинг. Также хочу отметить, что команда на Boosty очень энергичная и отзывчивая. Поддержка помогает быстро и эффективно разобраться с любой возникающей проблемой. У меня даже была возможность с ними пообщаться. Благодаря вашей поддержке на Boosty наш проект стал весьма успешным, и поэтому у меня появилась возможность поделиться своими впечатлениями от сервиса, дать обратную связь и даже узнать о некоторых грядущих обновлениях. Надеюсь, у меня будет возможность их ввести. Приятно чувствовать, когда тебя ценят. Кроме того, они взяли у меня небольшое интервью, ссылка на которое будет в описании. Можно делать посты открытые для всех или только платные и выбирать, какая подписка дает к ним доступ. Например, если вы художник, то можете делать эксклюзивные рисунки для определенного уровня бустеров. Если вы снимаете ролики, вот и применение для неудачных дублей и не вошедшего материала. Если вы занимаетесь творчеством, и неважно, ведете ли вы канал на YouTube, или, может быть, паблик с рисунками в ВК, или даже TikTok. В общем, Boosty предоставляет возможность вашей аудитории поддерживать ваши проекты. К сожалению, у нас очень часто обесценивают чужой труд, особенно творческий. А это очень много работы. И я считаю, такое отношение нужно кардинально менять. В общем, не стесняйтесь и не бойтесь. Я уверен, найдутся люди, которые готовы поддерживать ваше творчество. Мы вот таких нашли, и мы им очень благодарны. Спасибо за ваше внимание, надеюсь, это было интересно. Вы можете перейти по ссылке в описании и начать получать заслуженный доход за ваше творчество.